Главные новости сегодняшнего дня. Глава организации, известный режиссер Никита Михалков, был срочно госпитализирован в одну из московских больниц по причине серьезных проблем с сердцем. За время нахождения на руководящем посту Никита Сергеевич значительно подорвал свое здоровье, и ему требуется срочное лечение. Временно исполнять обязанности товарища Михалкова будет первый заместитель организации Андрей Белоусов и актер Алексей Нилов. Сотрудник организации, известный актер Максим Дрозд, находится на грани нервного срыва. Несколько дней назад в жизни артиста произошла трагедия. По причине тяжелого заболевания ушла из жизни его родная дочь. Сегодня в прессе появились сообщения, что Максим Дрозд в связи с семейной драмой собирается уйти в монастырь. Однако данная информация официально не подтверждена. Пресс-служба комитета заявила, что Максим Дрозд взял 3 дня отпуска по семейным обстоятельствам. Работники комитета, известный общественный деятель Петр Толстой и актер Федор Добронравов в ходе проверки в городе Воронеже смогли обнаружить и обезвредить хитрую коррупционную схему, в которой оказались замешаны крупные чиновники и представители властей. По факту проверки были арестованы начальник жилищно-коммунального хозяйства города и заместитель пенсионного фонда. В ходе проверки удалось выяснить, что на протяжении 1,5 лет крупные чиновники утаивали от государства колоссальные денежные суммы – более 100 миллионов рублей. Помимо этого, за денежные взятки они разрешали вести незаконный бизнес на территории данного региона. Сегодня рано утром известная советская и российская певица Ирина Понаровская была госпитализирована в одну из реанимаций больниц Санкт-Петербурга. Предварительный диагноз – инфаркт миокарда. В последнее время у Ирины Витальевны резко ухудшилось состояние здоровья и обострились хронические заболевания. Всему причина семейная драма, которая произошла в жизни известной артистки. Несколько месяцев назад ушел из жизни ее родной сын. Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура продолжают расследование подробностей смерти известного певца, народного артиста России, отца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова, который ушел из жизни несколько дней назад по причине сердечного приступа. В результате следственных работ в квартире артиста удалось установить, что Бедрос Киркоров последние 30 лет вел дневник и за несколько дней до трагического события оставил записку послания для своего сына Филиппа Киркорова. В интересах следствия и с личного разрешения Филиппа Киркорова было обнародовано содержание данной записки. Помимо личных посланий своему сыну, Бедрос Киркоров отмечал, что чувствует, что скоро уйдет из жизни и чувствует неминуемую опасность. Он также просил Филиппа Киркорова быть очень осторожным со своим дальним родственником, пасынком Бедроса Киркорова от первого брака, известным болгарским певцом Михаилом Ромашичем. Также Бедрос Киркоров в своем последнем послании просил своего сына Филиппа соблюдать этикет на музыкальной сцене, сдерживать свой импульсивный характер и поменьше вмешиваться в скандалы. Хорошо известно, что Бедрос Киркоров ушел из жизни по причине проблем с сердцем. Однако причиной трагического события стали не только проблемы со здоровьем, но и чрезвычайное событие, которое произошло в день трагедии. За несколько часов до трагедии Бедрос Киркоров узнал, что у него похитили крупную финансовую сумму, и главным виновником трагедии оказался пасынок артиста, известный певец Михаил Ромашич. Стало известно, что за несколько дней до трагической ситуации Бедрос Киркоров изменил завещание и все свои финансовые средства завещал Филиппу Киркорову, а вот его пасынок Михаил Ромашич оставался без денег.
Вероятно, по этой причине болгарский певец и решил похитить крупную финансовую сумму. В последнее время дети известных публичных личностей, в том числе артистов, часто находятся в зоне спецоперации и происходят трагедии. Не стала исключением и семья известной советской и российской актрисы Светланы Крючковой. Как сообщает центральная пресса, несколько дней назад в зоне спецоперации погиб племянник Светланы Крючковой, молодой артист по имени Андрей. Племяннику Светланы Крючковой было 37 лет. Точная причина трагедии не уточняется. На спецоперации он находился 1,5 месяца. Прокуратура Российской Федерации и комитет арестовала известного блогера Артемия Лебедева за оскорбление чувств верующих людей и осквернение религиозной символики. Блогер на данный момент находится под домашним арестом. Ему грозит возбуждение уголовного или административного дела, а также крупный денежный штраф в размере 1 миллиона рублей. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром в республике Коми на горнолыжном курорте под названием Губаха в результате несчастного случая погиб известный российский режиссер, актер и ученый Юрий Паутов. Юрию Паутову было 64 года. Причина трагедии – неудачная тренировка на горных лыжах. Известный актер совсем недавно начал заниматься данным видом спорта. Еще одна печальная новость. Несколько дней назад ушел из жизни народный артист России и Республики Башкортостан Вакиль Юсупов. Вакилю Юсупову было 74 года. За 50 лет своей карьеры он сыграл на театральной сцене более 200 ролей. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Все концерты известной эстонской и советской певицы Анны Веске были отменены на 3 месяца вперед. Накануне Анна Веске во время музыкального выступления прямо на сцене получила серьезную травму и растяжение. По некоторым данным, артистка упала на сцене. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько лет назад в жизни Анны Веске произошла трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия ушел из жизни внук артистки. Большая трагедия произошла у известного политического деятеля Анатолия Чубайса, который еще несколько месяцев тайно вернулся в Россию, чтобы перевести свои финансовые средства за рубеж. Анатолия Чубайса несколько раз арестовывали и отправляли в следственный изолятор. В громком деле оказались замешаны не только сам Анатолий Чубайс, но и его супруга и сыновья. Ну а сегодня утром стало известно, что трагически ушел из жизни сын Анатолия Чубайса, известный бизнесмен по имени Алексей. Тело молодого человека обнаружили в его квартире. По данным полиции, трагедия произошла в результате повешения. Как считает полиция, трагедия произошла из-за конкурентов по бизнесу Анатолия Чубайса и его сына Алексея. Стало известно, что несколько недель назад сын Анатолия Чубайса обманул своих конкурентов по бизнесу на крупную финансовую сумму, и те решили свести счеты с сыном Анатолия Чубайса. Начальник службы безопасности организации и известный общественный деятель Евгений Пригожин уволил 25 сотрудников охраны и полностью обновил штат охраны организации. Данное событие связано с тем, что совсем недавно было совершено нападение на актрису и работника пресс-службы Марию Шукшину. Позже выяснилось, что в преступлении были замешаны охранники, которые находились в сговоре с преступниками. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.